Сегодня буду восстанавливать аккумуляторную батарею от шуруповерта, а именно заменять никель-кадмиевые аккумуляторы на литиевые. Итак, сейчас буду спаивать аккумуляторы. Промерил на них на всех 3,6 вольта. Не заряжал, не проверял. Не знаю, какие они, но по отзывам писали, что довольно-таки неплохие. Вроде бы емкости соответствуют. Не знаю, насколько их долго хватит, но отзывы вроде бы неплохие. Вот, кстати, еще одна разновидность флюса. S800. Вот такой флюс. Не рекомендую. Ужасный флюс. Я его покупал давно. Он даже видно, что использовать до 2019 года. Я им не пользовался, но надо его использовать. Я его использую в таких целях. Припаять какие-то контакты, такое в грубых целях, скажем так. Есть тонкие моменты, когда надо выпаять какие-то микросхемы, BGA, может быть, микросхемы, либо какие-то микроконтроллеры в малых корпусах, в ноутбуках, может быть, какие-нибудь SMD чип резисторы. Такой флюс, он, во-первых, воняет очень страшно, ядовитый дым. Во-вторых, он потом после температурной, после нагрева температуры, он становится как камень. Он теряет свои свойства и повторно уже не плавится. Он начинает шлаковаться, в шлак превращается. Поэтому такой флюс я не рекомендую. Использовать вот лучше Amtech. Вот этот вот рекомендую, а вот этот вот брать не стоит. Сразу скажу, когда паяете, если вдруг паяете контакты на аккумуляторах, их греть, особенно плюсовые, нельзя долго. Дело в том, что на плюсовом контакте есть защита, температурная защита. Она срабатывает при перегреве. Если, допустим, аккумулятор сильно нагревается при зарядке, либо использовании в большой нагрузке, аккумулятор начинает нагреваться и срабатывает защита от перегрева. Она размыкает плюс, и соответственно он потом обратно не возвращается. Просто будет обрыв. Поэтому греть надо очень быстро, если припаиваете. Не перегревать.
Вот так это выглядит. Проверяем напряжение. Общий минус 4,2. 8,4. 12 вольт. Пробую ставить на зарядку. Сейчас. Так, зарядное напряжение 14,4 вольта. Читаю сейчас про этот балансир и пишут, что зарядное напряжение от 12,6 до 3, ну, примерно 12,6-13,6 вольта. И пишут, что зарядный ток не должен превышать 20 ампер. Так как у нас здесь 6 аккумуляторов, каждый аккумулятор по 3000 приблизительно миллиампер часов. На одну банку получается емкость 6000 миллиампер часов. 6000 миллиампер часов будет емкость данной батареи. Но батарея будет 12 вольт выдавать. Сейчас я поставил 2 ампера зарядный ток. Но можно, в принципе, я думаю, поставить 5 ампер. Думаю, не критично здесь будет. И посмотрим напряжение. Напряжение на банках. Три девять. 3,9. Напряжение, по идее, надо проверять после зарядки. Но в принципе пока оно более-менее одинаковое. Чуть-чуть в сотых долях отличается. Вот так вот переделывается батарея. Сейчас я это все оформлю в корпус обратно. Ну и в принципе на этом я и закончу, пожалуй. Кому интересно, я оставлю ссылки в описании к видео. Проходите, заказывайте. Также есть платки на 60 ампер, на 20 ампер, по-моему, есть. Послабее, посильнее. Ну, в принципе, 40 ампер для шуруповерта вполне достаточно.